А, я же правильно понимаю, что сегодня я клиент, я ничего не перепутала? Да, все правильно. Я тоже хотела, с тобой как раз этот вопрос обсудить, но, значит, мы на правильном пути. У меня тоже были эти мысли. Да. И я так много всего хотела все эти 2 недели, и вот, постоянно ждала, 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 и уже не первый раз отлавливаю себя на мысли, что чем ближе к сессии, тем у меня становится меньше запросов. То есть вот, условно прошла наша встреча, я думаю: "О, вот на прекрасный запрос, на следующей встрече это обязательно надо обсудить". И вот это тоже надо обсудить. Потом за несколько дней я начинаю чувствовать: ну не, ну ладно, ну, может быть, об этом не надо, а может быть, об этом тоже не надо. И сегодня утром отследила прям махровое сопротивление. А, и знаю это состояние, потому что мои клиенты мне тоже об этом говорили. То есть это такое состояние, когда ты, ну: "Я сама со всем разберусь, у меня нет проблем, давайте мы отменим нашу встречу". А, и для меня это, конечно, такой очень показательный момент, с которым мне хотелось бы разобраться сегодня. И, в общем, опять сейчас вываливаю все явно, значит, вскрытие потом покажет. Вот с этим сопротивлением хотела разобраться. Хотела разобраться, вообще опять, э, куда-то упала на какое-то днище, условно опять все плохо. Сил нет, энергии нет. Э Отношения с папой опять заставляют страдать. И, в общем, вот какая-то такая муть, в которой я задержалась. И вот она прямо все бесит. И когда я в таком состоянии, я совершенно не могу быть не могу быть адекватной, не могу быть, эффективной, не могу адекватно оценивать, э, происходящее. Потому что вот я сейчас еще на другой учебе, и я вижу, как меня начинает бесить то, что там происходит. Хотя я прекрасно понимаю, что, ну, вот если на секунду отключить эмоции, вообще все нормально. И те моменты, которые меня начинают там бесить, это не какие-то их истории, это те моменты, которые это мои паттерны, которые включаются у меня по жизни во всех похожих ситуациях. Ну и, в общем, вот в этой каше я как-то эти 2 недели и варюсь, и мне хотелось бы выйти. И если Ну, то есть, что тогда куда мы должны посмотреть и что мы должны сделать? Ты знаешь, с одной стороны, если бы у нас была вечность, то, наверное, надо было бы каждый запрос сузить до атомов и с ним разбираться. Но, с другой стороны, у нас же есть эта вечность. Ведь кто сказал, что у нас ее нет? Ты знаешь, давай тогда мы пойдем от конца. Вот мне хотелось бы уйти с легкостью. Решение какого из перечисленных 100-500 запросов даст мне эту легкость, бог его знает. Но предполагаю, что, наверное, любого.
Поэтому, может быть, действительно так, что, может быть, мы пойдем, как на этом воздушном шаре, на котором мешки надо сбрасывать, то давай мы полетим к легкости, по дороге отстегивая балласт. Вот, запрос сформировался. Полетим к легкости. Слушай, так интересно, потому что, по сути, когда он уже в воздухе, этот шар, да, он уже своего рода имеет определенную легкость, и там есть определенный механизм, который позволяет этому шару летать. Как ты думаешь, что может быть в этой сессии вот этим механизмом для тебя? А, Прекрасный вопрос, потому что это как раз про веру, и это как раз еще про один из 100 500 пунктов, которые я тебе не озвучила, потому что я получила недавно очередной фидбэк от клиента, и опять себя поймала на мысли, что а, да ладно, чушь какая-то, врет, а у него там и X2 в бизнесе, и, в общем, полный фарш, и все хорошо за 4 сессии. И я такая, не-не-не, это он так сказал просто для того, чтобы, ну типа вежливый человек. И и отфильтровала. И тут же, знаешь, вот так от себя эту историю: "Не-не-не, это вообще не про меня". А потом: "Минуточку, стоп". И тогда получается, вот, по-моему, на прошлой нашей сессии, когда я была клиентом, мы об этом говорили, как мне сложно это брать. И если вернуться к механизму, то механизм, вот когда я смогу это вообще прям брать, когда я смогу это присваивать, и да-да, я такая, да, вот, говорите, говорите. А в чем проблема? Как думаешь? Ты знаешь, она какая-то вот на уровне тела. То есть если головой я еще могу сказать: "Ну ладно, ну окей, ну, допустим". У меня вот стойкое ощущение на уровне тела, что человек врет. А где оно там у тебя ощущается конкретно? В какой-то части или Оно ощущается вот прямо где-то, знаешь, там вот в горле, в груди, в животе, что мне прям становится неловко, как, знаешь, вот, как если бы я вижу, что там, а, как ловлю человека на вранье, получается. А вот эти реакции твои, они еще то есть ты наблюдаешь еще их в каких-то других сферах жизни или только вот когда тебе что-то говорят, в твою сторону хорошее? Ты знаешь, если вот именно про ощущение вранья, то только нет, что вот, вот сходу нет и только в мой адрес. Так интересно, ты только что сказала вранья. Да, потому что для меня же это именно ощущается, как если бы человек мне, смотря в глаза, врал. Слушай, вот сейчас ты проговариваешь это. Что замечаешь? Ты знаешь, я понимаю, что умом вот все понимаю. А, и умом могу сама себе логически объяснить, все что угодно. Кроме того, что если я так чувствую, вот если у меня действительно есть такая телесная реакция. Я не знаю, там, например, если меня тошнит от вареной моркови, у меня такая реакция на морковь. И здесь получается, что вот, у меня та же телесная реакция на условную морковь, но при этом, конечно, это не морковь. И, если в языке метафоры, то можно было бы предположить, что это не морковь, а это условно мой любимый говяжий стейк,
который я хочу, могу, ем, но меня вдруг почему-то на него тошнит. Слушай, И я мучаюсь от голода и тошнюсь на этот стейк. То есть я отказываюсь, сама его съесть. Как назло бабушке уши отморожу. Вот из этой серии получается. Ну, безусловно, какая-то фигня, но что с этим делать? а нужно ли с этим что-то делать? Почему это так важно с этим что-то сделать? А я есть хочу. Получается, что я хочу есть и не могу из-за какой-то, э, условно-телесной поломки, когда мой организм перестал воспринимать еду едой. Ну, то есть ведь человек, мы же не знаем, врет он или нет. Давай смягчим. Не будем говорить, что мы уверены, что он не врет. Мы же не знаем, врет он или не врет. Почему я априори считаю, что он врет? Нет, неправильно сказала. Не я считаю, а я чувствую. Потому что на уровне "я считаю" я могу принять: "Окей, может быть, не врешь, ладно". Слушай, а если вернуться в метафору с твоим стейком, да? Вот представляешь, ты сидишь в красивом ресторане, тебе принесли этот прекрасный стейк, ты голодна. А вот что может такого случиться, что вот при этих всех обстоятельствах тебе может его не хотеться, да, или, как ты говоришь, тебя может от него, допустим, поташнивать или какие-то вот эти телесные реакции идти? Что может этому? Не знаю. Ну, то есть, если я, например, увижу своими глазами, что на кухне повар там его отравил. Ну, то есть только какие-то вот такие уже за гранью реальности истории. Либо когда тебя действительно тошнит. Ну, то есть там как во время беременности, когда у тебя меняется, восприятие реальности. Интересный это момент. Что тогда у меня должно родиться, чтобы меня перестало, чтобы вернулись мое нормальное восприятие? Знаешь, у меня еще тоже такой вопрос, что у тебя там внутри такого происходит в эти моменты, да? Вот ты когда сказала про стейк, то есть там на каком-то физическом уровне что-то с человеком происходит, когда он не может этого кушать, да? Что у тебя там такого происходит внутри? Как думаешь? Ты знаешь, ну вот опять-таки сейчас убираем, если логику, то вот прям нет, тошнит, а, вот прямо мощное сопротивление. Хотя глазами хочу, могу, дайте 2 и полный отказ тела. А чему сопротивляешься? Ты знаешь, вот и если идти дальше, то тогда может быть здесь 2 истории. Во-первых, про признание, что тогда ведь надо же признать собственную классность, и признав собственную классность, надо же, наверное, будет с этим что-то делать. Надо же будет какие-то действия совершать, надо же будет прямо, активно проявляться. И дальше идет какая-то история про деньги, но она как-то еще сейчас в слова не формулируется.
Вот, как-то действительно вот прям много всего. И тогда, а, тогда вот эта грустная история. Если я такая классная, почему же тогда, например, мои родственники и близкие люди этого не видят? Почему же тогда от них я слышу условно только какой-то махровый негатив? А уж это, казалось бы, люди, которые с тобой, всю жизнь, и, наверное, они, знают. Хотя я прекрасно понимаю, что фигня — это ваша заливная рыба, и, конечно, не знают, но на уровне ощущения прям вот чувствую, как падаю в ребенка. Вот прям сразу падаю. Как я сюда попала? Через то, что будет, если что, если я себя признаю. И вот я верну сразу же, да, вот смотри, ты сейчас опять как будто погрузилась сюда в голову, потому что начала размышлять, а вот родственники. Слушай, ну сколько сейчас было бы, вот, есть предложение, если погрузить в это твое бессознательное, просто я вот как будто замечаю, что сейчас ты меняешься, очень сильно энергетика поменялась, ты как-то замедлилась. Есть предложение погрузиться вот в бессознательное, если хочешь, я помню, тебе удобно закрыть глаза и вот представить вот эту картину в будущем, да, можешь на себя там как-то сбоку или как тебе удобно посмотреть, где есть вот это признание и где есть эта легкость. Можешь сейчас вот туда Мгм. зайти и посмотреть, что ты там вообще ощущаешь, и как это будущее, как вот какая это Аня, которая принимает эти признания, у которой присутствует легкость, что она чувствует, какая она. Ты знаешь, вот интересный, интересный образ, потому что вот как только ты сказала представить, вот я совершенно четко себе представила, что тогда я отдельно, а они отдельно. И когда я начинаю смотреть в эту картинку, то я вижу, что да, там у меня все супер мега классно и так далее, а они, злые и обиженные, стоят в сторонке, злобно зыркая глазами. А как ты при этом себя чувствуешь? Расскажи немножко вот о себе. Как ты там и вот как ты себя чувствуешь? Какие там чувства, эмоции? Смешанные, потому что, с одной стороны, круто, я смогла, я сделала и так далее, а с другой стороны, получается, что я должна тогда с ними расстаться. И тогда это получается выбор, либо я и моя счастливая жизнь, а, либо они и моя игра в унылую дурочку. И тогда это действительно может быть про сепарацию и выстраивание отношений с ними из взрослой позиции. Но до этой взрослой позиции же надо еще как-то дойти. Ань, а что сейчас произошло? Я посмотрела, ты знаешь, вот в эту метафору, в эту картинку и увидела, как они действительно, стоят и злобно зыркают. И тогда и получается, вот как я понимаю, что тогда для того, чтобы мне, расти и лететь, мне нужно с ними расстаться. Но расстаться не имеет в виду, что сдать их там в дом престарелых или еще что-то, а перестроить формат отношений.
Для того, чтобы перестроить формат отношений, нужно сначала сепарироваться, пересобрать, вырастить себя, и после этого, видимо, из другой себя начать строить другие отношения. Звучит как план действий. По крайней мере, мне Звуч так кажется. Ты знаешь, звучит абсолютно как план действий, но вот я сейчас это проговариваю, понимаю, что умом понимаю, на уровне тела такого опыта нет. Поэтому вот Бог его знает, как оно все будет. Слушай, а что сейчас должно произойти вот за это время нашей сессии? Что тебе нужно от этого разговора, чтобы к этому приблизиться? Или получить этот опыт? Или, возможно, как-то приблизиться, увидеть его? Ты знаешь, наверное, внутренне с ними расстаться. Вот разрезать эту пуповину или как-то внутренне расстаться. А с чем ты на самом деле расстаешься, если себе честно признаться? С маленькой детской жертвенной частью, которая согласна на все, только чтобы ее любили хоть такой извращенной любовью, хоть чтобы на нее ее как-то замечали, чтобы как-то быть видимой для них ценой собственной песни. То есть ценой собственной жизни, собственной проявленности, собственной реализации. Вот с этим хочу расстаться. Вот щас ты проговариваешь, вот что здесь ощущаешь, как оно тебе здесь конкретно на чувственном уровне отзывается? Туда или? Ты знаешь, абсолютно туда очень отзывается. Теперь мне нужно только придумать, как мне не забыть об этой картинке, как мне не забыть об этом решении. Потому что я знаю, ну, вот как я тебе начала с того, что у меня может быть 100-500 запросов, а потом мозг раз, 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 раз начинает стирать, и все. Сессия, да, у меня нет запросов, да, вообще все в порядке. Ань, а вот это решение, да, которое ты сейчас хочешь заикарить, насколько я понимаю, оно что решает? Ты говорила, у тебя куча запросов, а вот оно что решает? Ты знаешь, вот мне кажется, что, наверное, глобально оно решает все, потому что оно решает меня из, взрослой проявленной активной позиции. И, знаешь, вернулась сейчас вот к этому шару, к нашему, с которого мы начали. Тогда я прямо с кайфом хочу сбросить этот баланс. И когда я начинаю это представлять, я понимаю, как он вшит просто вот во всё тело, в каждую клетку. И тогда я понимаю, почему мне пришла эта метафора с вечностью, если действительно каждую клетку тела начать чистить,
Понадобится вечность. Понадобится вечность. И тогда встаёт следующий вопрос: как мы можем сделать это в моменте? Как мы можем это сделать, как я могу это сделать прямо сейчас и сразу? Ты знаешь, вот как уж на сковородке, вот что-то раз, так оно показывается и исчезает, показывается и исчезает. Не могу схватить. Но, задумалась вообще, как обычно я принимаю решение, как оно обычно происходит. Тоже об этом говорили, они меня принимают, вот эти решения. Потому что, например, когда я бросила курить, я сделала это совершенно одномоментно, но это не я их бросила. Я затянулась, мне стало плохо, у меня случился сосудистый спазм и отшибло просто. То есть мне не надо было, я принимаю решение бросить курить, там с сегодняшнего дня я не курю. Вот раз и все. И тогда получается, что это была телесная реакция. Тогда получается, что голова в этих историях не участвует. Ну, тогда получается, до какого же днища мне надо довести свое тело, чтобы оно уже сказало: "Харе, ребята, я не хочу никакой психосоматики, я не хочу никакого днища". Прям вспомнила твою метафору с мясом, когда перед тобой стоит просто вкуснейший стейк, который ты очень любишь, и сидишь Да, в красивом ресторане и не хочешь его кушать. да. То есть это про то, что уже начинаются какие-то необратимые изменения, которые я совершенно не хочу, э, даже на метафорическом уровне. Ань, а вот если вот опять довериться своим ощущениям, да, и вот услышать вот этот отклик, который у тебя идет изнутри, что уже вот сейчас за это время новое у тебя родилось, что поможет тебе прийти к этому? Ты знаешь, что 100% поможет вот эта метафора шикарная, когда я смотрю со стороны, они стоят в сторонке, она 100-500% поможет, и это классно. А, что мне поможет не забыть об этой метафоре, которая 100-500% поможет всему остальному. Ты знаешь, ну вот какие-то мысли только про техническую организацию процесса. Наверно, пока техническая только сторона приходит, Ян. А как это техническая сторона? Ну, вот там таймеры, стикеры, напоминалки. Вот это имею в виду. Будто она тебя не очень устраивает или, может, неправильно слышу?
это лучше, чем ничего. И, безусловно, это, конечно, мне поможет, не дать забыть. А в чем вот тут конкретно вот твое намерение? То есть вот сейчас говоришь, это она, по крайней мере, не даст забыть, а вот если не по крайней мере, а вот, в самом этом его лучшем проявлении, как ты это видишь там для себя в идеале, допустим? В самом лучшем, в идеале, здесь и Мгм. сейчас с ними расстаться. Вот просто, в моменте это сделать. А что сейчас должно произойти, чтобы ты в моменте это сделала? Этот вопрос я себе сейчас и задаю, Ян. И я не понимаю, э, потому что, ну, вот я пошла смотреть свой предыдущий опыт, как оно было, и, в принципе. Не было, в принципе, Опять в прецедента, гол что вот от головы не было прецедента, от тела ждать реакцию. Если я не хочу ждать, то тогда опять я автоматически ухожу в логические конструкции про соединение головы с телом, про цельность и про все вот это, но оно вот я тогда моментально перехожу в голову. Знаешь, я задумалась, а как я вообще поняла бы, что я приняла это решение? И, может быть, я его уже приняла, и, может быть, мне тогда надо время посмотреть, как оно будет раскрываться за рамками сессии. Может быть. Может быть, но вот сейчас чувствую, как опять ухожу в эту ментальную кашу. А хочется все таки вообще весь балласт с шарика сбросить и лететь. А что мешает? А, Вот знаешь, ты вот щас пошла сейчас смотреть не "Что мешает", пошла смотреть, куда лететь. И опять в третий раз тогда мне приходит вечность, и тогда приходит любовь, и тогда приходит максимальное, а, прямо вот бесконечное, огромное, расширение, величие, вот прям как какие-то космические истории. И тогда приходит легкость. И и если посмотреть тогда, про что это, про соединение или про разделение, ты знаешь, я не знаю, потому что мне кажется, что там это уже не важно. Потому что там тогда настолько все тотально, что вот это все мои умствования, вся моя каша, она становится настолько мелкой. Вижу, что у нас время уже подходит к концу, тогда быстро смотри, тогда, мне не хотелось бы, чтобы это получилось, бегством. И несмотря на то, что мне хотелось бы сбросить этот балласт, и несмотря на то, что мне хотелось бы стать этой вечностью,
объективно я живая биологическая женщина, живущая на планете Земля в окружении людей. Как я могу быть этой вечностью здесь и сейчас? Ты знаешь, Ань вот на это есть прям телесный отклик, потому что начинает хотеться плакать. Я чувствую какие-то, шевеления в теле. Куда попало? Что зацепило этим? Интеграция, э, то есть не я ухожу в вечность, а вечность приходит в меня сейчас. Ань, а что вообще произошло вот, в этот момент, когда ты вышла вообще за рамки этого хаоса, за рамки этого всего, начала говорить, что там вечность, потом легкость. Что вообще произошло? А, ну, я полетела на шарике и стала смотреть, куда лечу. Фокус поменяла, получается, да? Так интересно, потому что я тебя спросила про балласт, а ты говоришь: "Ну нет, это мне не интересно". Ты вот с этого балласта поменяла фокус. Да, да. О чем это? Это вот как раз про то, как не забыть. Как не забыть. Э, Во-первых, хочу попросить твоей помощи и нашу следующую сессию через 2 недели, спросить вообще, чё произошло-то, что было сделано, потому что мне это тоже поможет, держать на этом фокус внимания. А сейчас где твой фокус? Ты знаешь, вот сейчас абсолютно здесь и сейчас действительно и есть легкость, есть понимание. Просто как я буду это удерживать за рамками сессии? Ну, наверное, действительно, может быть, я себе сделаю там, не знаю, таймер, на телефоне или какие-то такие технические истории. И если что-то еще будет, какие-то идеи еще будут рождаться, как я могу это удержать, я буду удерживать. Еще такой вопрос. Слушай, а есть ли еще какие-то варианты? Вот ты говоришь, удерживай. А что еще можно с этим делать? Если можно. Да, ты знаешь, потому что я тоже сейчас в эту же сторону стала смотреть, а что я на самом деле хочу удержать. И если оно уже есть во мне, оно уже есть здесь и сейчас. Знаешь, может быть, тогда правильнее не удержать, а не забывать? Так, не забывать — это мы тогда уходим в голову. Ты знаешь, вот перебираю разные варианты, все равно, мне кажется, вот пока техническая часть лидирует. Окей, окей.
Потому что, знаешь, вот сейчас вернулась к той метафоре, когда я отдельно, а злобные родственники отдельно. Я поняла, что я начинаю на себя смотреть их глазами. Вот не смотреть на себя все таки их глазами, у меня есть свои. Ну, в общем, вот с этим и пойду, наверное, я. Как тебе место, где оказалась сейчас? Ты знаешь, оно очень классно, потому что вот всё, что связано с выходом за, для меня очень ресурсно. А, и эти 2 недели мне этого как раз очень не хватало. И, ну, тут я даже понятно, что я знаю, но, в общем, и как бы я стала меньше медитировать. Хотела сказать, что я не знаю, что первично, что вторично. И понятно, конечно, что оно все взаимосвязано. Но вот этого состояния очень не хватало. Я счастлива, что я почувствовала его сейчас. Спасибо тебе огромное. Что, возможно, нового узнала о себе вот сейчас за это время, что важно было для тебя? Ты знаешь, мне было очень важно освежить, это состояние. И у меня его давно не было. Вот это было очень важно. Очень важна была вот эта метафора с, "я и они". Важный был момент, когда я поняла, что я смотрю на себя их глазами. Прямо целая кучка, а, инструментов и рычагов, дающих ход шару. Спасибо. Ты сейчас ощущаешь, что вот это все, оно резонирует вот с этим, что внутри у тебя, с чувствами. Ты вначале, да, когда мы с тобой начинали сессию, ты говоришь, вот важно, чтобы вот здесь резонировало, как вот это сейчас все ощущается. Ты знаешь, на 100-500% ощущается. Ощущается. Вот прям вижу, чувствую вот этот космос. Да. Класс, поздравляю. Честно, я тоже прям на себе прочувствовала эту энергетику. Я видела, как ты замедлилась. Я сама такая сижу и вот прям так, знаешь, как будто ощущаю, знаешь, это пространство, оно какое-то стало более, объемное и как будто какое-то густое такое, как будто ты Мгм. находишься в таком очень интересно, пока словами сложно выразить, но это классный трип. Спасибо большое. Абсолютный классный трип, потому что и расширились, и сузились, и сходили в будущее, и все это собрали, в здесь и сейчас. Прямо огнище огненный, да. Что-то еще важно обсудить или можем заканчивать? Ян, я думаю, что можем заканчивать. Спасибо огромное. Да, благодарю Ладно, тебя. погуляли, полетали, Да, кстати, полетали и погуляли, и да, поели. и Конечно. поели. Спасибо огромное. До встречи в четверг. Все, пока, пока. Спасибо большое. Пока-пока.